В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем привет! Мы находимся на китайском сервере. Мы здесь для того, чтобы посмотреть на пробуждение питомцев. И, соответственно, улучшение вот этих вот талантов, то есть пробужденные, которые получают еще 50% к своим изначальным бонусам. Прежде чем немножечко поговорить, давайте посмотрим, что нам рассказывают об этом китайцы. В этом выпуске я кратко расскажу о механике пробуждения насекомых. Поскольку это новая функция в новом сезоне, я решил сделать отдельное видео, чтобы подробно объяснить ее. Если вы хотите пробудить обычного 6-звездочного питомца, вам потребуется 2 предмета для пробуждения. Эти предметы можно получить, преобразовав лишних 6-звездочных питомцев. То есть, чтобы получить 2 предмета для пробуждения, вам понадобится 2 6-звездочных питомца, которые помогут пробудить другого питомца. Итак, когда пробуждение проходит успешно, даже в таком случае, для питомца, которого мы сейчас собираемся пробудить, достаточно просто сделать базовую прокрутку талантов, не стоит сразу стремиться к более высоким или большему количеству талантов пробуждения. Потому что в этом сезоне появился новый питомец под названием Звездная Тень. Что это за питомец? Можно сказать, что он похож на Джинна, но в чем же его отличие от Джинна? Его талант, а именно способность «Штурмовая атака», увеличивает урон, наносимый лидеру союзными юнитами, на 5%, что весьма важно. Поэтому, играя командой, ориентированной, например, на Нептуна и используя ауру в качестве примера, если наша аура является основным атакующим Нептуна, мы можем рассмотреть возможность улучшения его навыка «Тяжелое ранение» до навыка «Пробуждение тени». Таким образом, он сможет наносить на 5% больше урона, что выше, чем у тяжелого ранения. Поэтому, когда мы прокачаемся, мы постепенно будем пробуждать навыки. А теперь о механике пробуждения. После пробуждения случайным образом появится 6 результатов, и при этом есть гарантия выпадения. Если полностью прокачать пробуждение, можно гарантированно получить 2 таланта. Там достаточно получить 2 таланта, остальные можно не трогать. Вверху есть замок, это чтобы зафиксировать выбранный талант пробуждения. Когда вы будете пробуждать, внизу обязательно появятся эти 2 таланта, а еще выпадут 4 дополнительных таланта. Тут уже все зависит от удачи. Не спешите, хорошо? Не надо торопиться. Этот камень для тренировки характеристик нужен только тогда, когда у нас слишком много заблокированных свойств. Когда их появляется 4 или 5 и больше, тогда и потребуется этот камень. А что касается этой кровавой пыли, ее можно получить в повседневных активностях или при встрече с пиратами. Ну и посмотрел я тоже этот ролик переведенный, и я не совсем понял, как у нас происходит пробуждение талантов, но давайте я попробую подогадываться, да? Ну, во-первых, я не был внимателен насчет Джина, я сказал, что он, вот этот новый Джин, он полная копия нашего Джина. Только разница в дизайне, то есть из-за коллаборации. Я был невнимателен, я был неправ. У нас, оказывается, вот этот новый Джин имеет 2 таланта уникальных. И мы можем посмотреть их в галерее. Я сюда даже заходить не стал, когда увидел, что навыки у них одинаковые. Я подумал, что тот же самый Джин. Но нет, у нас есть 2 таланта. И первый на снижение урона на 5%, а здесь на увеличение урона на 5%. И в переводе в каждом этом таланте написано, здесь урон от босса на 5% снижает, а здесь повышает урон на 5% лидеру. То есть возможно, что это такие таланты, которые работают только на Нептуне. Так а что насчет самого пробуждения? У нас, когда появляется питомец с 6 талантами, у нас разблокируется для него вот такая вот кнопка, которая в обычном состоянии заблокирована. Когда мы ее нажимаем, нам игра радостно сообщает, что мы, конечно, функцию разблокировали, да, но чтобы его пробудить, нужно 2 вот таких замечательных камушка. И, как вы уже видели из ролика, я уже никакую интригу здесь не смогу, да, реализовать. Для того, чтобы получить 1 камень, нам нужно потратить 1 питомца с 6 талантами. Вот такой вот замечательный ресурс, вот эти вот камешки. И у меня здесь всего 2 питомца. Всего. То есть я сегодня их начал качать. У меня не то чтобы много тут питомцев видим. Поэтому что происходит после того, как мы тратим вот эти камни и попадаем в меню уже пробуждения, точнее улучшения талантов, я могу судить только потому, что нам показал китаец. Он нам показал вот это вот меню, я не совсем понял, как это работает, но примерно представляю, что это
Та же самая система, как у нас бывает в некоторых мобильных играх, улучшение каких-то параметров. И у нас здесь, получается, есть 6 параметров, и мы их просто случайным образом перебираем. И новые параметры, выпавшие, мы как-то там можем блокировать, либо не блокировать, либо тот, который нам попался хороший набор именно, и из него мы можем некоторое количество талантов заблокировать, чтобы они у нас не менялись. То есть каждый раз, видим, у него здесь все разблокировано, да? Каждый раз для того, чтобы покрутить таланты, видим, что мы тратим вот эту эпическую пыль, ежедневно которую получаем, и получаем за еженедельный рейтинг, по-моему, во второй воронке. Здесь у нас тоже есть система гаранта, видим. Здесь 20 очков надо. Я не знаю, что она там гарантирует. Ну, понятно, что связано с талантами. С тем, что выпадает, наверное, какой-то из пробужденных талантов. В общем, для каждого вот этого прокручивания нам нужно небольшое совсем количество вот этой пыли. Но у нас здесь же целых 6 талантов, и мы, наверное, хотим, чтобы они были, хорошие. И, как я понял, он дальше потом показывает, что когда мы начинаем блокировать те удачные таланты, которые нам здесь выпали, для прокрутки дальнейшей, то есть улучшения набора, да, то есть мы сохраняем те, что хорошие, и пытаемся улучшить те, что выпали плохие. Для блокировки, видим, каждый раз он нажимает на блокировку, и у него увеличивается цена прокрутки. Причем довольно-таки серьезно. Сейчас он заблокировал 3 таланта, и у него 1200 уже, а не 50 вот этой пыли. Причем, когда он блокирует 4-й талант, здесь уже как раз-таки нужны вот эти вот желтые ценные ресурсы. Хотя, учитывая количество вот этих, я думаю, что они тоже довольно-таки ценные. Просто они выпадают там каждый день, каждую неделю, а эти мы получаем лишь за определенные вещи. Хотя, кстати, тоже каждую неделю, по-моему, там за рейтинг дают. Ну и вот так вот. То есть вся система улучшения талантов — это обычная долбаная рулетка. Нам, конечно, мало было рандома с характеристиками, особенно со снаряжением, в первую очередь со снаряжением, с баннерами. И теперь нам еще добавляют в таланты вот эту вот, извините меня, потому что мы старались, мы выбивали, там, собирали таланты, а теперь нам предлагают их вот так вот крутить и хаотичным образом получать, опять же, мусор. Ну, насколько я это понял, если это так, то мой негатив оправдан, я считаю, но если я в чем-то ошибаюсь, значит, был неправ. Он, к сожалению, сам процесс прокрутки здесь нам не показал. Я так понимаю, доступа у него почему-то к тест-серверу нету, хотя, казалось бы, он блогер, то есть у него в Китае должен быть доступ к тест-серверу, но каким-то образом он нам не показал, как он их крутит. Он здесь, в принципе, да, объяснял, что да, так и есть, то есть мы блокируем нужные таланты, и дальше те, что появятся, зависят от удачи, и то есть полностью случайный набор появляется. Честно, я разочарован. Ждать осталось не так долго, пока у нас тест-сервер обновится до контента 7 сезона, там мы уже сможем посмотреть, как это работает, насколько нам дорого это будет обходиться, насколько медленно будет происходить вот этот процесс. Судя по тому, что у нас в Китае на воронке уже имеются, да, пробужденные таланты, то есть наборы у него здесь очень даже неплохие. Видим, что хороший набор. Ничем не отличается от наших, только здесь у него 3 пробужденных таланта. У второго игрока здесь 2 пробужденных таланта. Не то чтобы прогресс идет сильно, учитывая, что это у нас донатеры. Играют они активно, и пока что он здесь смог пробудить только 2 таланта. Ему, видимо, повезло, он пробудил 3. И, кстати, пока мы здесь, я покажу, что был прав насчет неустрашимых, да. Он пробный бой отбивал с этим стареволом, и поэтому у него был маленький урон. Я про команду неустрашимых показывал, что слишком маленький был урон по сравнению с тем же ледяным взрывом. Но у него было 4 ДД. И правильно я сказал, что он рейту добавил, и у него урон стабилизировался. То есть он теперь у нас топ-1. И на втором месте у нас ледяной взрыв с новым эксклюзивным героем и с Этериал. Даже с учетом появления нового эксклюзивного героя поддержки с первым пробуждением, оно там сильное, да, помним. Со штрафом атаки, плюс ко всему Этериал поставил на увеличение урона, и все равно не тянет. И артефакт у нас появился, и все равно не тянет. И все равно неустрашимые оказываются впереди. По поводу пробуждения, скоро посмотрим, когда у нас будет доступ, как я уже сказал, скоро посмотрим. А на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.